Ровно 10 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Восточной Украиной российская ракета сбила пассажирский Боинг малазийских авиалиний. Погибли 298 человек. Осознав, что произошло, российские власти принялись генерировать самые разнообразные версии. Абсурдные, противоречивые, конспирологические. Какие угодно, лишь бы скрыть правду. Это была бомба внутри самолета. Нет, это был украинский штурмовик. Это был самолет с трупами на борту. Нет, это было покушение на Путина. Тогда российская пропаганда, пожалуй, впервые нащупала свое главное оружие – уничтожение неприятной ей реальности с помощью потока информационного хаоса. В то время многое происходило впервые. Первое массированное использование фабрики троллей, первое серьезное независимое расследование по открытым источникам и первая наглядная демонстрация угрозы, которую Путин несет миру. Пропаганда не помогла. После нескольких лет расследований правда вышла наружу. Теперь мы достоверно знаем, что произошло тогда, 17 июля 2014 года, и сейчас подробно об этом расскажем. Я поздравляю вас с рождением новой Луганской независимой республики! Пророссийские сепаратисты провозглашают независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Стычки повстанческих формирований с украинскими силовиками перерастают в серьезный вооруженный конфликт. Со стороны республик воюют разрозненные боевые отряды, со стороны Украины плохо подготовленная и плохо вооруженная, но все-таки регулярная армия с бронетехникой и авиацией. Без помощи России сепаратистам не выстоять. Их лидеры Игорь Стрелков-Гиркин, премьер-министр так называемой ДНР Александр Бородай и другие не скрывают поддержки Москвы. Они просят у России оружие, в том числе средства ПВО. Украинские ракеты и самолеты они сбивают из переносных зенитно-ракетных комплексов, но этого им мало. Бородай ездит в Москву на некие консультации, о чем-то договаривается и рассчитывает на помощь Кремля. С кем я встречался, я, конечно, это оглашать не буду. Да? Это тоже некий секрет, если хотите, в области военной тайны. Но я, тем не менее, считаю консультации успешными, и я очень рассчитываю на помощь Российской Федерации в самое ближайшее время. Авиакомпании начинают избегать полетов над Восточной Украиной. А полеты над Крымом Евроконтроль и Европейское агентство авиационной безопасности объявили опасными. Сама Украина вводит ограничения на полеты на высоте не менее 32 тысяч футов, то есть 9,8 километров. Выше летать разрешается, ведь у сепаратистов нет ПВО, способных поражать самолеты на большей высоте. ТАСС и Вести.ру сообщают, что ополченцы ДНР захватили воинскую часть ПВО номер А-1402. Один из материалов выходит под заголовком «Небо над Донецком будут защищать зенитно-ракетные комплексы БУК». Кремлевский политтехнолог Сергей Кургинян, выступая в Донецке, хвастается наличием ополченцев БУКов. Наши талантливые, а часто гениальные электронщики, конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Так сказать. Захвачено у украинских бандитов, бандеровцев, я не говорю об украинском народе, да, а о бандитах, бандеровцев, установку БУК, и, возможно, даже окажется, что установок несколько. Позже секретарь Совбеза ДНР назовет слова Кургиняна информационным спамом и провокацией. Не, я там в поля сейчас упадет. Охренеть. Ополченцы сбивают под Луганском украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Погибло 2 из 8 человек на борту. Украинские власти подозревают, самолет сбили с территории России более мощным оружием, чем есть у ополченцев. Сводки Стрелкова-Гиркина во ВКонтакте намекают на наличие сепаратистов БУКа. Речь идет о комплексах, якобы недавно захваченных повстанцами. Удивительное совпадение. Именно в этот день британский журналист Эллиот Хиггис основал интернет-издание Bellingcat. По сути, это платформа для сотрудничества независимых журналистов, расследующих текущие события по открытым данным. Вступают в силу 2 противоречивых уведомления российских авиадиспетчеров с ограничениями высоты полетов в зоне, прилегающей к южной границе России. Одно уведомление рекомендует ограничить полеты на высоте ниже 9800 метров, другое – ниже 16 тысяч метров. Фактически это означало, что гражданская авиация должна прекратить полеты.
Причиной назвали вооруженный конфликт на Украине, так написали. Malaysian Airlines ясных объяснений не получила. Украина свое воздушное пространство на высоте более 9800 метров не закрывает. В аэропорту Амстердама Скипхол завершается посадка на рейс в Куала-Лумпур. 283 пассажира садятся в самолет. 15 членов экипажа встречают пассажиров и готовятся к вылету. На борту граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Великобритании и других стран. Известный ученый, исследователь ВИЧ Ю Планге собирается на международную конференцию по СПИДу в Мельбурне. Австралиец Ник Норрис возвращается домой вместе со своими внуками, 12-летним Му, 10-летней Эви и 8-летним Отисом. 24-летний канадец Андрей Ангел, студент университета медицины и фармацевтики, собирается отдохнуть на Бали. Туда же, в Индонезию, летит 25-летняя докторантка Карлин Кейзер. Она занимается химией и работает над проектом, который может помочь больным раком и болезнью Альцгеймера. Рядом с ней в пассажирском кресле сидит ее бойфренд Лоренс Вандерграф. Он школьный учитель, увлекается греблей и литературой, планирует написать роман. Британец Джон Аллен едет отдыхать с женой Сандрой и 3 сыновьями, 16-летним Кристофером, 14-летним Джулионом и 8-летним Иэном. 15-летний Гэри Слок делает селфи со своей мамой Петрой Ван Лангевит. Пенсионеры, студенты, банкиры, ученые, преподаватели, 80 детей. Рейс MH17 отрывается от взлетно-посадочной полосы номер 36С. По плану самолет должен прибыть в международный аэропорт Куала-Лумпур менее чем через 12 часов. Маршрут пролегает через воздушное пространство Украины. MH17 достигает района Днепропетровска, сегодня он называется Днепр. Местный авиадиспетчер связывается с пилотами и спрашивает, готовы ли те в соответствии с планом полета подняться на 2000 футов до высоты 10 700 метров. Сейчас самолет идет на высоте чуть больше 10 тысяч метров. На этой же высоте следует другой рейс – сингапурский CQ-351 Singapore Airlines. Экипаж Боинга просит не менять высоту. Авиадиспетчер запрос одобряет и переводит выше сингапурцев. Пилоты MH17 просят у диспетчеров разрешения отклониться на 37 километров от курса из-за погодных условий. Управление Днепра соглашается. Диспетчеры замечают, что малазийский Боинг отклонился от утвержденного маршрута на 7 километров на север и просят экипаж вернуться на свою воздушную трассу. После чего связываются с УВД России в Ростове-на-Дону и запрашивают перевода рейса в воздушное пространство России. Ростов перевод разрешает. Днепропетровский диспетчер обращается к MH17, чтобы сообщить о переводе рейса в воздушное пространство России. Но самолет не отвечает. Диспетчер больше не видит его на радарах. Он снова пытается выйти на связь с пилотами, но тщетно. Тогда он звонит в Ростов. Ростовские радары Боинг тоже не видит. Это что такое вообще? Я не понимаю. Автобус? Нет. Самолет, вертолет. Люди, ё**ю мать. Ай, блин. В районе сел Грабово и Рассыпное в Донецкой области на территории площадью в 50 квадратных километров падают обломки самолета, сиденья, части обшивки, куски стен и пола салонов. Падают тела пассажиров и их личные вещи. Одна из жертв пробивает крышу дома жительницы Рассыпного. Тело упало прямо в кухню. И вон во дворе валяется. И крышу пробило? Да, крышу пробили. Да, ошметки слетели. Только что вот смотрю, вон сбили самолет, он падает вниз, упал. Вот туда, где прогресс. Стрелков Геркин пишет в своем блоге ВКонтакте. В районе Тереза только что сбили самолет Ан-26. Валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же, не летать в нашем небе. А вот и видео подтверждение очередного птичкопада.
Позднее Гиркин удалит это сообщение и будет утверждать, что к блогу под названием «Сводки от Стрелкова» он не имеет никакого отношения. У многих возникает вопрос, если это аккаунт фейковый, то почему же сообщение было удалено? Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко публикует у себя в Фейсбуке пост. Только что над Торезом террористами из любезно предоставленного Путиным зенитно-ракетного комплекса «Бук» был сбит гражданский самолет Куала-Лумпур-Амстердам. Сегодня утром местными патриотами было зафиксировано перемещение этого комплекса со стороны Тореза в Снежное. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. На телеканале Love News, похоже, еще не слышали ни о каком Боинге. Зато прочитали пост Гиркина. Телеканал сообщает о новой победе донецких ополченцев, сбивших украинский транспортный самолет Ан-26 около города Торез. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. Служба безопасности Украины публикует перехваченные переговоры сепаратистов. Те уже догадались, что на землю упал не военный транспорт. По самолету, сбитым в районе Снежного Тореза. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают вроде бы как этот, Ан-26 украинский транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Значит, завозили шпионов, их нахуй, понял? Не Так будет точно. так, блядь, сейчас война идет, блядь. Понял. На российском телевидении тоже наконец поняли, что сбит не военный, а гражданский самолет. Это все меняет. Сейчас поговорим о том, какие версии российское правительство предложило международному сообществу, но после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Вы наверняка слышали про визы талантов в США. Доказываешь, что ты выдающийся деятель в своей области и получаешь визу года на 3 с возможностью продления. Вариант неплохой, но есть и другой. Можно получить грин-карту на основании своих заслуг и иметь право на постоянное проживание в Америке. Это визы EB-1, EB-2 и EB-3. Они выдаются ученым, спортсменам, творческим людям с неординарными способностями и просто квалифицированным работникам. Однако, чтобы получить подобные визы, вам придется пройти через бюрократический ад. Понадобятся рекомендательные письма, характеристика со стороны разных экспертов, приглашение работодателя, которого поди еще найди. Со всем этим помогает международная компания иммиграционного консалтинга Barrister Corp. Они сотрудничают с AA Transportation, Subway, Wilderness Resorts и другими глобальными работодателями, спонсорами постоянных рабочих грин-карт. Barrister Corp смогут заранее выявить все критические проблемы в вашем кейсе, оказать поддержку на протяжении всего процесса подготовки и увеличить ваши шансы на успех. Все процессы контролируются лицензионными адвокатами. Кстати, помогают они не только с визами EB, но и, например, с бизнес-визами L1 и E2. Для этих типов виз Barrister Corp помогают с регистрацией компании, получением налогового номера, предоставляют регистрационного агента и адрес регистрации. И если вы хотите претендовать на О1 или визу талантов, или переехать на основании родственных связей, вы тоже можете обратиться в Barrister Corp. У специалистов компании многолетний опыт и есть успешные кейсы по всем типам виз. Работают они с клиентами со всего мира и понимают особенности разных стран. На первой консультации специалисты Barrister Corp сразу разработают стратегию, подходящую именно под ваши уникальные обстоятельства. Записаться на бесплатную консультацию можно по ссылке в описании, а по промокоду КАЦ вы получите скидку в 10% на услуги компании. С точки зрения российского телевидения не было никаких побед ополченцев, и самих ополченцев тоже не было. И вообще виноваты украинцы. Первая версия звучит в программе «Вести» на канале «Россия-1». Боинг сбили в ВСУ. Мол, у сепаратистов нет таких средств ПВО, чтобы сбивать самолеты на высоте 10 километров. Самолет упал в районе населенного пункта Грабово, что неподалеку от поселка Снежное, которое позавчера как раз и бомбили, интенсивно очень бомбили украинские ВВС. Какая связь между бомбежками и падением гражданского самолета, непонятно. В Твиттере появляется снимок от некоего торезского фотографа. На изображении видно дымный след, оставшийся в воздухе после запуска ракеты.
Чуть позже ополченцы ДНР обещают обеспечить безопасный доступ Национальной следственной комиссии для расследования. В провластных российских СМИ появляется версия номер 2. РИА Новости публикует заявление пресс-службы ЛНР. Малазийский лайнер был сбит украинским штурмовиком. Очевидцы, наблюдавшие полет пассажирского самолета Boeing 777, наблюдали атаку на него штурмовика ВВС Украины. После чего пассажирский самолет раскололся на 2 части в воздухе и упал на территории ДНР. Через 1,5 часа появляется третья версия, на этот раз от Интерфакса. Версия очень неожиданная. Целью украинской ракеты мог быть самолет президента России. Путин якобы пролетал в том же районе примерно в то же время, по пути из Латинской Америки. Пролетал он, впрочем, совсем не там, да и спутать путинский Ил-96 с Боингом 777 невозможно. Но кого это волнует? Телеканал Russia Today публикует твит некоего испанского диспетчера по имени Карлос, который якобы работает в киевском аэропорту Борисполь. Карлос сообщает, рядом с Боингом прямо перед крушением были замечены украинские военные самолеты. Сообщения подхватывают другие российские телеканалы. Это, кстати, не первое появление диспетчера Карлоса на Russia Today. В мае 2014 года в интервью RT Spanish он жаловался, что коллеги в Борисполе не любят его из-за антиукраинской позиции и даже хотят вызвать целый батальон для его депортации. Bueno, no solamente se ponía que denunciar que yo diera mi opinión, se llegaba a pedir que me matasen, llegaban a pedir que mandasen no sé qué batallón a por mí, que me sacasen del país. Y la situación, pues recibí la visita de un servicio de seguridad de una embajada europea, donde me dijeron que tenía que sacar a mi familia en menos de 24 horas del país. В это же время разворачивается беспрецедентная на то время активность российского агентства интернет-расследований, известного как Пригожинская фабрика троллей. В первый час после сбития Боинга фейковые аккаунты публиковали твиты, что повстанцы, мол, сбили украинский военный самолет. Как только стало понятно, что сбит пассажирский лайнер, они вслед за телевидением начали обвинять в атаке Украину. Спустя 3 суток число твитов фабрики троллей на эту тему достигнет 111 тысяч. Хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, и во всяком случае не были бы возобновлены боевые действия. На правительственном совещании по экономике Владимир Путин делает заявление, в котором также обвиняет Украину. Государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. Глава департамента контрразведки СБУ Віталій Найда заявляет: Ми знаємо про те, що російська сторона дала команду, і вона була або виконується на сьогоднішній день стосовно приховування фактів перебування на території України інших буків. Ми знаємо, що в ніч з 17 на 18, о 2-4 ночі в Луганській області щонайменше 3 буки перетнули український кордон в напрямку Росії. У одного из буков было 3 ракеты вместо 4. МВД Украины публикует видео бука с 3 ракетами в Луганске. Бук на видео движется в сторону российской границы. Четвертая российская версия, максимально конспирологическая. На этот раз от московского комсомольца со ссылкой на Стрелкова-Гиркина. По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов не свежая. Люди умерли до нескольких суток тому назад. Рассуждение о несвежести трупов Стрелков приправляет описанием сильнейшего трупного запаха и крови. Теперь трагедия представляется как тайная операция неких непонятных враждебных сил, которые надумали дискредитировать Россию и ополченцев в глазах цивилизованного мира. Bellingcat начинает расследование. На сайте издания выходит первая, пока еще очень осторожная заметка о ракетной установке «Бук». Тот был замечен в Восточной Украине и предположительно связан со сбитым рейсом. В Донецк прибыла мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине. Она должна начать сбор фактов и наблюдать за ситуацией до прибытия авиационных экспертов. К этому времени обнаружили 181 тело из 298.
Искать и собирать останки спасателям помогают местные шахтеры. Собирают и личные вещи пассажиров. Среди них семейные фотографии, детская кукла, игрушки, книги. В СМИ появляются сообщения, что нормальному осмотру места крушения экспертами ОБСЕ мешают вооруженные люди, охраняющие периметр и контролирующие каждый шаг. Я сказал, пресса! Опустили все аппараты и камеры! Это все в сторону! Daily Mail публикует первую из многочисленных статей о мародерстве на месте крушения. Сепаратисты и местные жители забрали часть украшений, мобильных телефонов, наличные, кредитки и другие вещи погибших, включая даже тушь для ресниц. Журналисты и исследователи находят тела и чемоданы разграбленными. Впервые ситуацию комментирует российская Минобороны. Появляется версия номер 5. По данным министерства, группа украинских комплексов БУК была замечена накануне трагедии в Донецкой области, а их работа видна на спутниковых снимках. При этом неподалеку от Боинга в момент крушения летел украинский Су-25. Эта версия комбинирует сразу несколько предыдущих. В этот же день ополченцы, наконец, разрешают голландским следователям осмотреть тела и начать работу на месте. На этот момент обнаружены останки 272 человек. Тела погибших начинают перевозить в Харьков, используют вагон-рефрижератор. Оттуда их должны доставить в Нидерланды для опознания. Бортовой самописец и поврежденный диктофон Боинга повстанцы передают властям Малайзии. В аэропорту Эндховен приземляются голландские и австралийские самолеты с останками погибших. Их встречают родственники и королевская семья. В Голландии объявлен день траура. Версия номер 6 появляется на телеканале НТВ. Теперь украинцы якобы случайно сбили самолет во время учений ПВО. Левада-центр публикует результаты опросов, проведенных с 18 по 24 июля. Эффективность российского телевидения, провластных интернет-изданий и фабрики троллей впечатляет. 80% опрошенных россиян считают виновными в катастрофе MH17 украинских военных. На сепаратистов возлагают вину лишь 3% респондентов. Большая международная группа следователей JIT, или Joint Investigation Team, наконец получает возможность работать на месте крушения. Ранее их не пускали ополченцы, ссылаясь на украинские власти, не гарантировавшие прекращение огня в районе падения самолета. В составе группы следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Иностранные следователи покидают место крушения. Находиться там попросту опасно, ведь в Восточной Украине продолжаются боевые действия. Они еще не раз прервут работу следствия. Совет по национальной безопасности Нидерландов публикует предварительный отчет о трагедии с выводом: самолет был полностью исправен до момента крушения. По словам экспертов, повреждение фюзеляжа и кабины – результат воздействия значительного количества объектов с большой силой, поразивших самолет извне. Проще говоря, самолет был сбит. Группа Bellingcat публикует первое расследование крушения Боинга. Журналисты опираются на опубликованные в соцсетях фотографии и другую информацию из открытых источников. Согласно их выводу, самолет сбила ракета пусковой установки БУК с бортовым номером 332. Установка принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске, и была перевезена из Донецка в Снежное в день атаки. БУК попал на множество фотографий и видеозаписей, сделанных военнослужащими в Курске, а также жителями России и Восточной Украины в июне и июле 2014 года. Анализ снимков показал, это одна и та же установка. Она покинула Курск не позднее 23 июня. Вот она едет из Курска в Миллерово. Сняли ее местные жители, ведь военная колонна — зрелище необычное. А вот комплекс перевозит из Донецка в Снежное на трейлере «Вольво». Вот БУК уже сам едет по Снежному. Затем дымный след от запуска ракеты, снятый в Торезе. Фото того самого торезского фотографа. А вот БУК везут по Луганску обратно, в Россию. Каждое из этих доказательств сверяли с показаниями местных жителей
С изображениями работали эксперты по фотографии и баллистике. Для верификации данных была проделана титаническая работа. Снимки проверяли по геолокации, по метаданным. Их подлинность оценивалась на соответствие погодным условиям в те дни, когда они предположительно были сделаны. Время съемки подтверждалось по положению теней, отбрасываемых на Землю под тем или иным углом разными объектами. Тщательному анализу подвергся и сам бук на всех фотографиях и видео. Его бортовой номер, белая краска на резиновом щитке гусеницы под номерами, обгоревший участок на выхлопной трубе. Эти детали были идентичны на разных фотографиях. Однако, здравствуйте. Новая версия, уже 7-я, от ведущего программы «Однако» Михаила Леонтьева. Тот демонстрирует сенсационный кадр, вроде как сделанный иностранным спутником-шпионом. На нем запечатлен пуск ракеты из-под левого крыла украинского истребителя МиГ-29 точно в кабину пилотов Боинга. Для того, чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Илья Варламов указывает на признаки грубой подделки этого снимка и называет Первый канал первым по фотошопу. Снимок оказался скриншотом Google карт 2012 года, на который налепили силуэт самолета Су-27, хотя Леонтьев в передаче назвал его МиГом. Причем силуэт этот был непропорционально большего размера, будто самолет размером с футбольное поле. Время, указанное на снимке, со временем крушения Боинга не совпадало. Я тогда выпустил на своем канале видеоразбор этого выпуска Леонтьева, и долгое время он был самым популярным видео на моем канале. Семьи 8 погибших австралийцев подают иск в ЕСПЧ против России, Украины, Малайзии и авиакомпании Malaysian Airlines. В «Комсомольской правде» появляется версия номер 8. Журналисты нашли некоего секретного свидетеля, подтвердившего атаку украинского штурмовика Су-25 на малазийский самолет. Якобы он видел в аэропорту Днепропетровска, как украинский летчик-капитан Волошин, совершенно перепуганный, вернулся с вылета с расстрелянным боекомплектом и сказал: «Самолет не тот». Но что вы еще можете рассказать про этого летчика и про этот день, и вообще про этого летчика? Фраза была от него слышна, когда из самолета вывели. Самолет не тот. И вечером вечерняя фраза была. Вопрос у одного летчика к нему, к этому же. Что там с самолетом? На что тот ответил: самолет оказался в ненужное время, в ненужном месте. По заключению авторов статьи, эти показания снимают все обвинения с ополчения и России. Bellingcat публикует расследование, подтверждающее подлинность снимка фотографа из Тореза, снявшего след ракеты 17 июля 2014 года в 17 часов 25 минут, через 5 минут после выстрела. Команда Bellingcat геолоцировала снимок и подтвердила, он сделан к северу от Тореза. Форма дымного следа также соответствует погоде и ветру в тот день. Кроме того, журналистам удалось связаться с фотографом и получить оригинальные файлы. Их исследовали Институт цифровой фотографии Нидерландов и Технический университет в Дельфте. Они подтвердили подлинность снимка. Генеральный конструктор самолета Су-25 Владимир Бабак в интервью немецким изданиям, каналам NDR и WDR, рассказывает, Су-25, о котором говорил секретный свидетель «Комсомольской правды», не способен сбивать самолеты на высоте 10 километров и не мог сбить Боинг чисто технически, потому как предназначен только для малых и средних высот. Следователи JIT публикуют на русском языке призыв дать показания к свидетелям из Донецкой и Луганской областей, которые могли видеть БУК. Следователи также публикуют записи прослушанных телефонных разговоров ополченцев, в которых те через несколько часов после крушения самолета говорили о привезенном из России БУКе. Да, слушаем, блядь. Алло, Да. а куда нам эту красавицу грузить? Которую? Эту? Да, что я привез, я уже в Донецке. Эту, я о чем я думаю, да? М, которая? Да. Ой, БМ. Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче? Да, она в этом, ее просто надо будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда? Я понял. Тем временем в российских СМИ появляется версия номер 9, якобы претендующая на объективность. Они сообщают о результатах расследования, проведенного концерном «Алмаз Антей», разработчиком зенитных систем БУК.
Эксперты предприятия подтверждают, самолет сбит ракетой комплекса Бук-М1 типа 9М38М1, запущенной в окрестностях села Зарощенская Донецкой области. Концерн отказывается прямо назвать сторону, применившую Бук, но на пресс-конференции его представители отмечают. Данная ракета комплекса Бук была снята с производства заводами, в последующем вошедшим в концерн, образованный в 2002 году, в 1999 году. После 1999 года ракета не производилась. То есть ни концерн, ни его предприятия не могли поставить эти ракеты в 21 веке кому бы то ни было. Основатель Bellingcat Эллиот Хиггис критикует доклад Алмаз Антея. Он демонстрирует, что заявление об отсутствии ракет 9М38М1 на вооружении России – ложь. На фоне именно этих ракет в декабре 2013 года фотографировался Путин. В этот же день Следственный комитет России раскрывает имя того самого секретного свидетеля, который рассказал, что Боинг сбил украинский Су-25. Им оказался авиамеханик первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины, дезертир и перебежчик Евгений Агапов. Малайзия предлагает Совбезу ООН учредить международный трибунал и привлечь к ответственности виновных в гибели пассажиров Боинга. Россия накладывает на резолюцию вето. Совбез ООН намеревается вновь голосовать по поводу создания трибунала. За несколько часов до заседания телеканал Life News выдвигает еще одну версию, 10-ю по счету. На борту Боинга взорвалась бомба. Эксперт до сих пор никому неизвестного Федерального информационного центра аналитики и безопасности Сергей Соколов заявил, это была спецоперация. В доказательство он привел неизвестно откуда взявшуюся расшифровку переговоров между летчиком украинского штурмовика и диспетчером. Судя по этой расшифровке, летчик уже заходил на цель, но тут самолет взорвался сам. Чья это была спецоперация и зачем она была нужна, остается загадкой. Создать трибунал Совбезу ООН опять не удается из-за очередного вето России. Таким образом, приходится констатировать, что проект, вынесенный сегодня на голосование, был лишен какой-либо правовой и прецедентной основы. Голландский Совбез публикует результаты расследования с выводом. Боинг был сбит ракетой класса «Земля-воздух» серии Бук-9М38 с боеголовкой 9Н-314М. Боеголовка взорвалась снаружи над левой частью кабины. Осколки боеголовки убили 3 человек в кабине пилотов и нанесли структурные повреждения самолету, что привело к его разрушению в полете. В результате площадь падения обломков составила 50 квадратных километров. Погибли все 298 человек. Доказательная база расследования исключила в качестве причин трагедии технические неисправности, бомбу и атаку ракеты «Воздух-воздух», а также падение метеорита. Расчет траектории ракеты, выполненный Голландской национальной аэрокосмической лабораторией, подтвердил, ракета была запущена с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Российские СМИ комментируют голландский доклад, ссылаясь на расследование Алмаз Антей. По их версии, Боинг сбит устаревшим Буком, такие как раз в распоряжении ВСУ. У одной устаревшие поражающие элементы прямоугольники, у другой то, что взорвали на испытании, двутавры. Но самое главное, около 500 устаревших ракет 9М38 с прямоугольными поражающими элементами до сих пор стоят на вооружении украинской армии. Ровно через 3 года после катастрофы недалеко от голландского аэропорта Скипхол был открыт мемориал памяти погибшим. Сюда прибыли 2000 родственников жертв. Приехали король Вильям Александр и его жена, королева Максима, члены Сената и Палаты представителей. Хотя прошло уже очень много времени, до момента, когда можно было бы поставить точку в этой истории, еще далеко. Российская сторона по-прежнему настаивает, что ни армия России, ни донбасские сепаратисты не имеют отношения к крушению Боинга. Группа Bellingcat и международная команда следователей JIT продолжают свои расследования, по крупицам собирая доказательства причастности России, попутно проверяя и опровергая версии и заявления, поступающие из Москвы. Bellingcat публикует результат еще одного расследования. В перехваченных телефонных переговорах сепаратистов фигурировал человек с позывным «Дельфин». Именно он контролировал операцию по доставке и установке Бука на территории ополченцев ДНР. Будет сегодня, да? Да, во сколько, да.
Ну, чем раньше, тем лучше. Его надо загрузить, замаскировать и увезти. У Bellingcat было подозрение, что этот дельфин на самом деле генерал-полковник российской армии Николай Федорович Ткачев, который в 2012 году был главным военным советником в Сирии. Но доказать это было сложно. Голос на аудиозаписях сличить было не с чем. Этот Ткачев оказался не самой публичной фигурой. Тогда с ним связался журналист издания The Insider под предлогом подготовки репортажа о Екатеринбургском Суворовском училище. Ткачев был председателем совета учредителей этого училища и на свою любимую тему распространяться готов был сколько угодно. Тенденция идет к тому, что ребята все-таки основная масса идет в военные вузы. Хотя сегодня выбор, как говорится, такой. Куда хочешь, туда идешь. Все-таки ребята, они настроены, будем говорить так, патриотически к этим всем вещам, делам. Получившуюся в результате 20-минутную генеральскую лекцию о росте патриотического самосознания у российской молодежи изучили специалисты из Национального центра медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и из Литовского центра судебной экспертизы. Ткачев действительно оказался дельфином. БУКом заведовал генерал армии России. Парламентский комитет Великобритании по разведке и безопасности цитирует выводы Ми-6 в своем годовом отчете. Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Ранним примером этого были чрезвычайно интенсивные многоканальные пропагандистские усилия, призванные убедить мир, что Россия не несет ответственности за сбитие MH17. Откровенная ложь. Мы знаем вне всяких разумных сомнений, что российские военные поставили и впоследствии вернули ракетную установку. Журналисты радио Free Europe и исследовательская группа Rise Project из Бухареста находят того самого испанского диспетчера Карлоса, на которого в 2014 году ссылался телеканал Russia Today, когда распространял версию об украинских истребителях. Псевдодиспетчером оказался мошенник Хосе Карлос Барриос Санчес, в том же 2014 году отсидевший в испанской тюрьме за жульничество. Он признался журналистам, что никогда не работал в аэропорту Борисполя и никогда не был авиадиспетчером. Посты в Твиттере он писал по заказу Russia Today. За эту работу ему заплатили $48 тысяч. Правительства Нидерландов и Австралии в своем совместном заявлении возлагают ответственность за катастрофу на Россию. Также Нидерланды и Австралия заявляют о намерении передать дело в Международный суд. Выводы JIT, заявления Нидерландов и Австралии поддержали США, Великобритания и верховный представитель ЕС Федерико Могерини. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от России принять на себя ответственность. В тот же день на заседании Санкт-Петербургского экономического форума Путин задает вопрос, что он может сказать по поводу обвинений JIT. Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, и поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие. А аргументы, которые мы предлагаем для того, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет. О том, что следователи предлагали России участие, запрашивали данные, предлагали, например, допросить офицеров 53-й зенитно-ракетной бригады, а Россия отказалась, Путин не вспоминает. То есть вы утверждаете, что это не было российской ракетой? Нет, конечно. Конечно, нет. Прокуратура Нидерландов еще раз оглашает окончательные результаты расследования и предъявляет обвинения в убийстве 4 людям, связанным с крушением Боинга. В условиях фактического отказа России от сотрудничества собрать достаточно доказательств для обвинений удалось только против них. 3 из обвиняемых – россияне. Министр обороны ДНР Игорь Гиркин, офицер ГРУ Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов, 4-й гражданин Украины и полевой командир Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Начало слушаний по делу в Гааге. Из обвиняемых участвовать согласился только Олег Пулатов, да и то заочно через адвокатов. Власти России от сотрудничества с Международным уголовным судом отказались. Журналист BBC Стив Розенберг звонит Стрелкову Гиркину с вопросом, почему тот не участвует в суде. Я, собственно, не собирался, почему я и не решал участвовать. Я не признаю компетенции голландского суда по данному вопросу. И все. Нет, вы знаете, кто сбил? Я еще раз повторяю, ополчение Боинг не сбивало, больше никаких комментариев не даю.
После Стрелков все так же будет утверждать, что отношения к трагедии не имеет и что 17 июля 2014 года не писал в сети ВКонтакте тот пост про птичкопад. И вообще никогда не пользовался этой социальной сетью. Гаагский суд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за убийство 298 человек. Voor de verdachten Girkin, Dubinsky en Tjatchenko ook strafbaar zijn. Олега Пулатова суд обвинял в транспортировке и охране Бука, но оправдал из-за недостатка прямых доказательств. Судья Хендрик Стенхейс озвучил также выводы, касающиеся ответственности России как государства. MH17 был сбит российской ракетой «Бук» российского производства, запущенной с сельскохозяйственного поля на востоке Украины. По словам судьи, многочисленные доказательства не оставляют никакой возможности для каких бы то ни было разумных сомнений. В том числе суд не сомневается. Россия имела полный контроль над сепаратистскими формированиями, когда самолет был сбит. Кто-то скажет, ну и зачем был этот суд? Все равно же никого из осужденных не удалось поймать, никто не ответил за свои преступления. Но дело не только в наказании, которое, быть может, так и не свершится. Когда суд только начинался, в нем выступил голландец Петер ван дер Мейер. В Боинге летела его бывшая жена и 3 дочери – София, Флер и Бенте, 12, 10 и 7 лет. В тот день он ехал домой с работы, когда на телефон стали приходить одно за другим сообщения о крушении самолета. Тела дочерей он получил только 20 августа. Петер ван дер Мейер видел пустую скамью обвиняемых, но ему важно было другое. Mijn dochter Sophie, Fleur en Bente zijn op 17 juli 2014 bij de vliegramp in de Oekraïne omgekomen. Samen met hun moeder. Ze waren toen pas 7, 10 en 12 jaar. Met het neerstorten van een vliegtuig in Oekraïne stortte mijn leven in. Wat me het meest steekt, is dat ik nog steeds niet weet wat er toen precies is gebeurd en waarom. Ван дер Мейеру и другим родственникам погибших пришлось пережить не только утрату близких. Они говорили в суде, что самым страшным для них после 17 июля стал бесконечный поток лжи, который обрушила на них российская пропаганда. И прежде всего они хотели бы добиться правды. The lengthy process of establishing what happened and the lack of cooperation from the Russian Federation, where disinformation and stalling the inquiry rather than cooperation seems to have been the objective, that has all been particularly grueling emotionally. Они легут, мы знаем, что они легут, и они знают, что мы знаем, что они легут. Люди 17 июля 2014 года, садившиеся в Боинг малазийских авиалиний в аэропорту Скипхол, вероятно, мало что знали о Донбассе, ДНР и ЛНР, о Стрелкове и Бородае. И уж точно не могли предположить, что вся эта, казалось бы, очень далекая от них история вот-вот их убьет. Конфликт в далекой и непонятной Восточной Украине стал ужасающе близким для людей из самых разных стран. В результате взрыв Боинга MH17 стал моментом, когда мир по-настоящему увидел угрозу, исходящую от Путина. До того Россию воспринимали как, пусть авторитарное, но все же ответственное государство, мнение и заявление которого следует воспринимать всерьез. Но после крушения перед всеми предстало подлинное лицо российской власти, которое мы с вами знали давно. Власти, которая изворачивается, не стесняется никакого вранья, не стыдится собственных преступлений. И тем более не готова нести за них ответственность. Руководство СССР, после того, как в 1983 году был сбит заблудившийся южнокорейский Боинг, вело себя намного приличнее. Да, оно перекладывало ответственность на южнокорейских пилотов, но, по крайней мере, не отрицало очевидные факты и не пыталось превратить трагедию в фарс. Советские власти не прятали реальность за 10 версиями, каждая из которых противоречит остальным. Информационная кампания вокруг гибели Боинга MH17 – это такой классический случай DDoS-атаки на общественное сознание. Когда пропаганда, не имея реальных возможностей факты опровергнуть, делает так, чтобы до фактов было добраться невозможно, засоряет повестку вздором и небылицами. Мы тут привели лишь несколько версий, выдвинутых российской пропагандой после крушения Боинга. На деле же версий этих было гораздо больше, просто о большинстве из них либо не вспомнить, либо следов не найти. Порой они жили всего пару часов. Привычная тактика российских властей в те дни достигла своего зенита. Любой, кто не был погружен в тему по уши, кто просто хотел узнать, что случилось, натурально мог сойти с ума. Такой поток бессвязной ахинеи вывели на него крупнейшие российские медиа.
Украинский летчик, испанский диспетчер, несвежие трупы, самолет Путина, якобы шедший тем же курсом, в который целились из украинского Бука. Было сделано все, чтобы публика обсуждала что угодно, кроме фактов. И многих успешно убедили, что фактов не существует вовсе. Есть просто миллионы равнозначных версий, а где правда, мы не знаем. И об этом всегда нужно помнить, когда мы смотрим на российскую пропаганду. Она никогда не говорит «верьте нам, мы говорим правду». Это был бы полный нонсенс, учитывая репутацию нашего государства. Пропаганда говорит не так. Пропаганда говорит «врут все, не верьте никому». И нам тоже, никому. Она не пытается себя как-то продать, убедить кого-то в правдивости сказанного. Она убеждает, что правды не существует вовсе. Есть только версии. Одни в нашу пользу, другие в пользу врагов. Есть наше вранье, а есть вражеское. Наше нам и нужно поддерживать. В каких-то случаях провластные спикеры заявляют об этом с обезоруживающей откровенностью. Дескать, мы говорим так, американцы сяк, веры нет обеим сторонам. Но вам нужно верить своим. Отсутствие правды как концепция хорошо ложится на мировоззрение постсоветского человека. На тех, кто привык, что публично говорится одно, не публично другое, а на самом деле случилось третье по четвертым причинам. И чем больше лента новостей насыщается противоречивой околесицей, тем больше человек убеждается. Да чем она в оба ваших дома? Вы все мне тут лапшу вешаете. В таком мире факты ничего не стоят, и ими бессмысленно оперировать. Никакая дискуссия невозможна, если оппонент не ограничен реальным миром. Невозможно строить аргументацию, демонстрируя геолокацию Бука, если у оппонента уже есть скриншот с километровым Боингом, за которым летит истребитель размером с футбольный стадион. Чтобы сохранить свой мозг в рабочем состоянии и понимать, что происходит на самом деле, нужно уметь защищаться от такого рода информационных DDoS-атак. Вовремя распознавать, когда ваши органы чувств пытаются перегрузить. Сдерживать себя в тот момент, когда вы вдруг начали обсуждать не произошедшее в реальном мире, а интервью каких-то странных свидетелей. Потому что в этот момент, когда вы начали это обсуждать, вы невольно начинаете работать на пропаганду, сводить с ума тех, кто вас слушает. Нужно помнить, что гибель Боинга в 2014 году лишь самый показательный пример. Будь то убийство Немцова и покушение на Навального, любой теракт, стихийное бедствие, даже начало полномасштабной войны. Что бы ни случилось, задача пропаганды – замусорить сознание публики. Заставить ее обсуждать что угодно, кроме произошедшего на самом деле. Высший скилл информационной гигиены – помнить этот паттерн и вовремя отсекать чушь. До завтра.